Сегодня мы займемся изготовлением очень интересного обеденного стола. Такого на ютубе я еще не встречал. Множество сложностей, экспериментов и в итоге достойный результат. Усаживайтесь поудобнее, приятного аппетита. Вообще на создание этого стола меня вдохновила вот такая фотка. Как-то я наткнулся на нее и решил, а почему бы и не сделать такой стол. Ну а дальше осталось решить все технические сложности. Это, к слову, и есть мое любимое занятие. Мы решили начать с создания чаш под специи. Для этого взяли дубовый клееный щит и распустили его в нужный размер. Да-да, кто-то склеивает, а мы расклеиваем. Вот такая работа. А уже подходящие по размеру полосы укладываем на ЧПУ. Для первого прохода было решено использовать фрезу с закруглением в 2 мм, для того, чтобы слегка обработать фаску и избежать сколов в дальнейшем. Но забегая вперед, скажу, что это было лишним, так как следующая спиральная фреза от CMT сделала свою работу просто идеально, и можно было бы начать работать сразу ей. Ссылки на все расходники и материалы, как всегда, есть в описании. В процессе вместо чаш было решено сделать простые кольца, так как пользоваться ими никто не будет, и после того, как мы их заполним, никто и не поймет, чаша это или кольцо. А если нет разницы, зачем платить больше? В итоге мы имеем вот такую заготовку. Кольца специально совсем немного недорезаны, и мы отправляемся к калибровально-шлифовальному станку, на котором и снимаем полмиллиметра. После чего спокойно достаем чаши, вернее кольца, которые будут имитировать чаши. Фаску скругляем с двух сторон на фрезере. И имеем уже готовое изделие, которое осталось только покрасить. Учитывая большое количество однотипных деталей, я решил, что проще всего их красить окунанием. Это здорово экономит время, уменьшает расход морилки, да и с такой технологией справится каждый. Главное тут не передержать заготовку в морилке, иначе в дальнейшем она может деформироваться после высыхания. А вторым этапом проделываем точно такой же прием, но уже с лаком, для того, чтобы изолировать морилку и дерево. Иначе морилка покрасила бы эпоксидку вокруг себя в дальнейшем. В итоге на изготовление этих колец ушел не один день и куча материала. Я тут начал прикидывать, во сколько мне это обошлось, и понял, что проще, наверное, было бы купить готовые чаши на Алике. Как минимум, если у вас нет своего ЧПУ станка, так это точно было бы выгодней. Но пока чаши сохнут, мы занимаемся столешницей. Она будет простенькая, классическая, из дуба. Первым делом брус прогоняем через фуговальный станок, для того, чтобы получить идеальную ровную сторону. А когда такая сторона уже есть, отталкиваясь от нее, равняем противоположную при помощи рейсмуса. Затем эти брусы запиливаем под 45 градусов. И делаем выборку вот таким хитрым способом. В результате в эти пазы ляжет стекло с одной стороны и фанера с другой. Ее мы и распускаем в размер. А когда уже все детали пазла есть, приступаем к склейке. Никаких дополнительных соединительных элементов мы не делали, так как этот короб будет полностью залит смолой. И в итоге даже при большом желании его не получится разорвать. Для того, чтобы не вымерять диагональ, в нишу кладем правильно вырезанную фанеру и тем самым облегчаем себе жизнь. Через пару часов, как клей высох, приступаем к шлифовке.
Когда заготовка отшлифована и готова к покраске, красим ее, как ни странно, в тот же цвет, что и кольца чаши. А теперь переходим к самому интересному. Раскладываем все по своим местам. Понятное дело, что обойтись одними только специями не получилось бы, так как очень хотелось каждую чашу сделать разной и индивидуальной. А их, к слову, вышло больше 70 штук. Но в итоге у нас это практически получилось. Вышло всего несколько повторяющихся позиций. Но разложить все по своим местам — это полдела. Теперь надо сделать так, чтобы все осталось на своих местах после заливки. Для этого я проливаю первый грунтовочный слой, который пропитывает все наполнители, тем самым скрепляя их между собой и минимизирует выход воздуха из них в дальнейшем. Для этой цели я выбрал смолу от Artline под названием Honey, так как она относительно густая и быстро сохнет. В итоге она создала отличный грунтовочный слой. А пока этот слой сохнет, мы занимаемся подстольем. Тут все просто. 4 ножки, которые будут соединены между собой. Но сперва эти ножки надо склеить. Чем мы и занимаемся. Все той же спиральной фрезой делаем выборку при помощи копировальной втулки. Но пока подстолье сохнет, мы занимаемся финальной заливкой. Для этих целей я взял состав под названием Monolith 10, и в итоге на этот небольшой стол ушло 18 кг смолы. Как вы видите, первый грунтовочный слой сработал отлично, и все лежит на своих местах. Если честно, я был приятно удивлен, так как думал, что большинство позиций очень сильно потеряют внешний вид после заливки смолой. Но по факту они стали еще более насыщенными. Но об этом с уверенностью можно будет говорить только после полной полимеризации смолы. А пока она сохнет, мы красим подстолье. Конечно же, в тот самый мой любимый цвет. Все воедино и оценить результат. Если честно, я получаю прям огромное удовольствие от таких сложных проектов и хотел бы показывать вам именно такой контент. Но понятное дело, что это затратно и по времени, и по деньгам. Поэтому большая просьба помочь в распространении этого ролика. Лучше всего работает лайк, комментарий и поделиться этим роликом в любой из социальных сетей. В общем, если вам понравился проект и вы хотите регулярно видеть что-то подобное, все в ваших руках. Спасибо и добра от топора. А также не упустите распродажу на Али 11.11. Получите свой законный кэшбэк и возможность выиграть один из 12 айфонов. Все подробности есть в описании.